Ребят, представлю, Сергей – это специалист отдела развития медиасети Юла, с которой я сотрудничаю уже 7 лет. Чуть попозже к нам еще Елена присоединится, специалист технической поддержки. И сегодня поговорим в целом про развитие англоязычного канала. Потому что тема, она, конечно же, сейчас в тренде. Статистику также посмотрел еще, и в начале года было 500 запросов по развитию англоязычного канала. Сейчас вот в данный момент это 15 тысяч запросов. То есть авторы хотят все-таки развиваться в этом направлении. И я пригласил специалистов Сергея и Елены, потому что они давно уже этим занимаются, есть опыт, и сегодня нам расскажут прям все секреты, как грамотно и успешно развиваться на том Ютубе. Да, друзья, всем огромный привет. Стас, тебе тоже привет. Ну, как сказал Стас, да, меня зовут Сергей, занимаюсь отделом, я работаю в отделе развития Юла. Непосредственно у нас в отделе есть много разных сегментов, много разных направлений. Непосредственно я работаю с мужским сегментом. Это большая сеть хардкор медиа, Юрий Дучи, какие-то самые еще большие популярные каналы, которые вы все знаете, которые подключены к нам. То есть мы непосредственно помогаем им развиваться. Вот, да, как ты заметил, сейчас активно мы начинаем запускать новые направления, а именно развитие зарубежных каналов. Все давным-давно об этом мечтали, выходить на западные рынки, потому что намного выгодней развивать себя в YouTube, зарабатывать на именно англоязычную аудиторию. Ну, сейчас как раз такое время, когда... Сейчас вообще приходится изучать эту тему. 100%, да, 100%. А мы сегодня поговорим о разных мифах, о этапах развития зарубежного канала. Попробуем потом в конце ответить на все ваши вопросы. Ну и в самом конце у нас такая очень важная и точечная тема, именно работа с AdSense, со всеми оформлениями правильными канала, документацией и так далее. У нас сегодня очень наш крутой специалист, Елена тоже чуть позже подключится к нам. Так, ну вот, собственно, наша презентация. Итак, поговорим о формате контента, который, в принципе, гораздо проще перевести на английский, допустим, язык, если вы выбрали английский язык для развития своего канала. И в целом сейчас поговорим о контенте, который не подразумевает собой какую-то озвучку, не подразумевает диктора. И в целом, даже если вы совершенно не знаете английского языка, это 100% не повод не попробовать себя в мировом YouTube. Поэтому вот первый наш слайд, non-verbal content. Контент абсолютно подразумевает любые виды, любые форматы, но не подразумевает, ну, или не всегда подразумевает под собой озвучку или комментарий автора. Некоторые примеры таких каналов – это вот наши каналы, которые русскоязычные, но уже достаточно давно развивают и англоязычные каналы, которые, в принципе, уже достигли неплохих результатов. Это Ватоп. Канал, может быть, многие знакомы наверняка с ним, но в двух словах расскажу. Это подборки, топы разных необычных животных и все с ними связанное. Посмотрите, очень классный контент, классный канал, тоже не подразумевает под собой озвучки. Поэтому тут, в принципе, для того, чтобы развиваться полноценно на зарубежной рынке, никаких сложностей у автора не вызывает. Дэнни Монтана тоже наш давнишний партнер, наш хороший друг, тоже человек, который живет в Соединенных Штатах и тоже совмещает русскоязычные видео с англоязычными. Больше, конечно, у него в последнее время англоязычной аудитории. Тут есть небольшой нюанс, что на одном канале совмещать, наверное, контент на двух языках – это не совсем правильно. И химический канал тоже интересный, то есть Сой, тоже на несколько языков мы его переводим, а тоже, в принципе, канал, который не подразумевает под собой озвучки. На самом деле, это вот примеры, которые мне первыми пришли в голову, с которыми я непосредственно работаю, то есть мы каждый месяц там буквально на связи с вот данными авторами, обсуждаем все тонкости, нюансы и так далее. То есть, в принципе, это вот форматы, которые полностью можно реализовывать абсолютно не зная английского языка. Наверняка в таких же форматов есть огромное количество, это может быть любые какие-то форматы каналов и сегменты типа AD, Lifehacks, How Do, то есть это, в принципе, форматы, которые можно переводить, опять же, не зная языка или пользуясь любыми дикторами на любых фриланс-площадках. То есть, вы знаете, вот мировые вот эти огромные каналы, которые давным-давно развиваются, и не всегда там используется какая-то озвучка. Поэтому, чтобы начать развивать такой канал, в принципе, можно абсолютно не владеть английским языком.
Форматов таких есть огромное количество. Наверняка вы с такими сталкивались и тоже смотрите разные зарубежные каналы. И, в принципе, суть понимаете из самого контента. То есть это не так уж и сложно сделать на самом деле. Вернемся к фриланс-площадке. То есть услуги диктора на самом деле есть на любых абсолютно фриланс-площадках. Рассмотрим тоже нашего партнера Алан Еленеев, человек, который снимает автообзоры, то есть достаточно большой канал у него. Человек тоже переводит просто свой контент на английский язык, используя просто закадровую озвучку. Сильных каких-то изменений в активности аудитории мы не заметили. Конечно, мы 100% рекомендуем не экспериментировать с такими форматами или там с закадровой озвучкой, с субтитрами на своих же основных каналах. То есть мы считаем, что вообще в дальнейшей стратегии, вообще в будущей стратегии это не совсем правильно. Для этого нужно создавать отдельный канал все-таки. Но даже такие эксперименты есть, и во многом они получают как бы неплохой отклик. Поэтому в любом случае нужно пробовать. Потому что в любом случае мы все должны понимать, ну, я думаю, все понимают, что зарубежный рынок, он огромный, можно переводить абсолютно на любые языки. Ну и в целом, как бы, самое главное, что для вас, для авторов будет большим плюсом, там, во-первых, присутствует монетизация, и цена за просмотры гораздо выше. Далее поговорим тоже про некоторые сегменты каналов, которые тоже проще переводить. У нас есть огромное количество партнеров, которые снимают летсплеи, игровые в целом каналы. Тоже, как мы считаем, как мы видим, какие у нас уже есть кейсы, что данные каналы очень отлично подойдут и будут актуальны для зарубежной аудитории. Потому что, в принципе, в данном сегменте основной плюс, основное, что видит зритель, конечно, это летсплей, собственно, это сам процесс игры, то есть игровой процесс, который не подразумевает под собой постоянную озвучку, может быть, лишь какие-то комментарии и так далее. Но я думаю, что именно в таком сегменте можно недосконально, там, хорошо и круто знать английский язык, можно просто какими-то комментариями дать понять человеку, что происходит. Ну, в целом, опять же, тут самое главное, сама картинка, сам контент. Вот. И в целом, я думаю, что вот такое вот постепенное изучение английского языка тоже, мне кажется, будет отличным примером. То есть одни плюсы, в принципе, тут вижу. Вот. Далее. Каналы, которые тоже огромное количество у нас сегмента, который переходит на зарубежные рынки, это кукинг, то есть кулинария, очень классно они заходят. У нас есть огромные каналы наших партнеров, наши авторы, которые тоже в нашей сети, там несколько тоже миллионов подписчиков на многих каналах, и сейчас для них тоже очень актуальная тема перехода на зарубежные рынки, то есть тоже, в принципе, контент, который не всегда подразумевает под собой какие-то комментарии, озвучку, если это сделать в таком вот формате. Все достаточно понятно, все видно по картинке, вся суть происходящего. И опять же, на первый уровень здесь выходит контент. Поэтому кукинг, спорт отлично, мне кажется, тоже подойдет для локализации, для выхода на зарубежные рынки, особенно если вы снимаете что-то типа там тренировок, что-то типа там занятий дома и так далее. Мне кажется, вполне тоже можно, не задумываясь, прямо сейчас уже выходить и покорять мир постепенно. Вот. То, про что мы с вами поговорили, это средний доход на 1000 просмотров по странам. То есть примерно можете сделать скрин, примерно посмотреть, какие цифры существуют. И вот средний доход на 1000 просмотров в течение вот года показатель зависит, конечно, от многих факторов, от многих сегментов, он немножко варьируется, но в среднем здесь показаны средние цифры. Ну вот, чтобы вы понимали, то есть где-то если вы выбираете регион США, Австралия, Великобритания, Канада, то есть это самые популярные регионы, наверное, для локализации наших партнеров. То есть там, в отличие от России, до еще монетизации, где в среднем цена за 1000 просмотров была порядка там, около $1, а в США, Австралии, Великобритании, Канаде она $5, то есть в 5 раз больше доход, и, соответственно, вы же понимаете, если у вас большой канал, у вас большое количество просмотров, вот эта разница в 5 раз, как бы она достаточно существенна. Вот. Ну и, в принципе, тоже
Если вы уже переводите и начали переводить каналы на зарубежные рынки, там, на английский язык, вам, в принципе, не составит большого труда переводить и на другие языки, что, в принципе, можно просто дублировать контент с другим переводом, с другой озвучкой и так далее. Опять же, если мы возвращаемся к тому, что вы выбрали для себя формат развития с озвучкой от дикторов, то таких же дикторов можно найти на абсолютно любые языки. То есть мы видим огромные цифры наших партнеров, которые начали переводить на хинди. То есть Индия – это огромный вообще пласт трафика, просто вообще там сумасшедшие цифры, получают тем более наши авторы, потому что, если честно, если перевести что-то на хинди и посмотреть, что там местные авторы пытаются публиковать, конечно, все это такое достаточно, ну, как это правильно называть, ну, начинающие попытки, то есть они, в принципе, такие, как бы, очень такой местный и суперлокализированный контент. Вот, Мгм. да, наши авторы, которые выходят, то есть они со своим качеством, своим знанием и подходом к контенту, они там добиваются очень классных результатов. Вот. Сергей, можно сразу, у меня вопросы возникли, пока не забыл. Их два. Они связаны, конечно же. Первый это как реагирует YouTube и можно ли так делать, если один видеоряд используется и мы делаем переводы на разные языки и потом на разные каналы это дублируем. Вот. И я знаю, что у YouTube была фишка в прошлом году, что он начал тестировать вторую звуковую дорожку. То есть там можно делать переводы и подгружать у миллионников каналов, вроде уже было такое. Он как будет дальше это развивать, и тогда не отпадет ли надобность создавать каналы на разные страны? Может быть, будет один единый канал с кучей аудиодорожек и с переводами. Как-то будет это работать? Да, этот сервис очень активно развивается за последний год. То есть, да, YouTube очень верит в это направление. Конечно же, правильная стратегия, наверное, будет создавать один канал с этими переводами. Но, опять же, сейчас, в данный момент, небольшой вот нюанс, который немножко не дает как бы четкого понимания, когда все-таки этот сервис будет работать на все 100%. То есть, да, он работает выборочно, он сейчас работает в бета-тестировании. В целом 100% мы к этому придем, но сейчас, мне кажется, стоит развивать, да, и разные каналы на разные гео с разной аудиторией, и в целом потом это все объединять в один канал. То есть, мне кажется, сейчас лучше так сделать. То есть мы можем вернуться, к примеру, допустим, Shorts, когда они только начали тестить, и никто не понимал вообще, где это публиковать, там, на основных каналах, на отдельных каналах и так далее. То есть, и когда вот бета-тестирование все это проходило, там, порядка 1 года, тоже такой немножко суматоха и хаос была. Вот, сейчас это все стабилизировалось, и все работает как бы исправно. Вот, то же самое как бы с этой историей. В целом, да, будет это лучше работать в будущем на одном канале, активно над этим работать. Но пока что мы имеем сейчас, в данный момент, это, во-первых, большой опыт, разные гео и абсолютно разная аудитория, которая, да, потом объединится все в один канал. Окей, а по видеоряду? По видеоряду никаких, бывают, конечно, да, совпадения, но сам алгоритм понимает, что это разные языки, потому что он не только заявки прилетает по видеоряду, а по аудиосопровождению. Поэтому, может быть, какие-то заявки, какие-то проблемы будут, но, опять же, легко это оспорить, потому что это ваш авторский контент, и при любой заявке, которая вам придет автоматически от, условно, бота YouTube, который автоматически их рассылает. То есть при подаче апелляции сразу ее снимут, никаких проблем с этим не будет. Вот некоторые примеры наших партнеров тоже, которые выбрали для себя развитие на зарубежные рынки, зарубежные направления. Это Home Animations, тоже за, если я не припомню, ну, порядка полгода вот набрали уже 3000 подписчиков, тоже наши классные любимые партнеры. Детский контент тоже себя неплохо зарекомендовал. Если вот у нас есть люди, которые занимаются до сих пор детским контентом, он до сих пор жив, он до сих пор работает и тоже до сих пор приносит неплохой доход. То есть, несмотря на то, что в последнее время немножко урезали доходы детских каналов, если вы все равно выходите на зарубежные рынки, то достаточно все не так сильно плачевно. Вот, опять же, Toy Soy, тоже вот канал, который мы совсем недавно начали, тоже отличный результат он показывает. Хотя это абсолютно новый регион, новое гео, и никогда
никогда как бы не пробовали с этими рынками работать, но тем не менее результаты нас вполне устраивают. Мы видим аналитику, видим то, что людям нравится, люди смотрят. Вот. Ну и вот Сливки Шоу тоже один из наших партнеров, который мы на хинди переводим, и тоже за пару месяцев достигли неплохих, я считаю, результатов. Продолжаем развиваться. У нас прям каждый день статистика меняется. Я думаю, что через там, уже пару месяцев, в какое-то ближайшее время, результаты всех каналов, это вот некоторые наши примеры, которые вот самые свежие. То есть каждый месяц мы видим, что цифры меняются, как бы прогресс идет, зрительская способность вообще в целом она огромная, рынок в 5 раз больше, поэтому есть куда расти, есть к чему стремиться, и это радует. Вот. Далее, Стас, поговорим о мифах о запуске англоязычных каналов. Конечно, главный миф – это, как многие наши авторы говорят, с которыми мы часто общаемся на эту тему, потому что действительно очень-очень много запросов у нас появляется от авторов, которые прекрасно понимают и очень сильно хотят развиваться на других рынках, в другом направлении и так далее. Ну и главный вопрос – другой рынок, другие инструменты и другие алгоритмы. Ну, тут, конечно же, очевидно, наверное, что это миф, это заблуждение. YouTube, в принципе, он везде, в любой точке мира работает по одним схемам, по одним алгоритмам и так далее. Тут, в принципе, в чем, опять же, наш плюс у всех наших авторов, что мы уже разбираемся в YouTube, у нас уже есть опыт, мы не только начинаем свое развитие, все прекрасно понимают, как работать с данной площадкой, и абсолютно нюанс, где вы публикуете видео, на какой рынок, на какой регион, абсолютно не имеет никакого значения. Все работает точно так же. Конечно, да, может быть, на первых этапах, кто не супер владеет английским, может быть, какие-то проблемы возникнут с метаданными, с оформлением видео. Но, опять же, у нас есть огромное количество кейсов наших партнеров, переводчиков и вообще опыт помощи в развитии, в оптимизации видео. Поэтому это абсолютно миф и заблуждение. Да, дальше я не знаю язык, конечно, да, вот это, в принципе, то, что мы слышим от 90%, наверное, наших партнеров, что мы не знаем язык, как нам развиваться, нас никто не поймет, мы сами не хотим разговаривать. Ну вот, как и до этого я сказал, то есть вы можете выбрать для себя направление, которое и сегмент видео, который вообще не требует под собой озвучки, не подразумевает. Поэтому, в принципе, можно легко начать развитие с данного формата. А второй вариант – это, конечно же, фриланс-площадки. То есть некоторые из наших партнеров, которые я показывал выше, они как раз пользуются этим инструментом. И я вам скажу, все очень неплохо заходит. Да, удержание, может быть, не самое лучшее, которое показывает топовые видео с ваших русскоязычных каналов, но это в начале. В целом идет процесс развития, то есть у нас улучшаются механизмы и дикторов, и, в принципе, сам автор постепенно начинает больше интегрироваться в сам язык и постепенно его изучает и так далее. То есть, главное начать, и главное как бы начать свое развитие. В целом, опять же, никакой преграды для этого нет, даже если вы абсолютно с нулевым знанием языка. У нас есть огромное количество сервисов, переводчиков, сейчас есть куча сервисов, которые переводят абсолютно в правильном лексическом значении, там не как условно там Google переводчик, который иногда допускает какие-то ошибки. В общем, главное желание, на самом деле, как в принципе было всегда, все остальное как бы это 100% нюанс. Это да. Сергей, кстати, вопрос сразу. Есть же сейчас еще говорилки вот эти, которые текст читают, и похожи очень на живой голос. Как такие каналы вообще, они могут достичь успеха? 100% могут достичь успеха абсолютно любые каналы, важно в каком формате это преподать. На самом деле, если, допустим, это вот как я думаю, если это какая-то анимация или какой-то классный динамичный видеоряд, никаких проблем в содержании не будет. Да, может быть, есть такое, что если мы будем запускать более какие-то лайв-видео, условно, там какие-то подкасты или, может быть, какие-то влоги или что-то вот в таком формате, где действительно аудио составляющая контента очень важна, тут, да, могут возникать вопросы. Но, опять же, если это обыграть, то не думаю, что это будут какие-то проблемы. А если это будет контент, который, в принципе, больше за визуалом как бы берет, то есть контент – это главная его составляющая, что вот, опять же, несколько вариантов, то, что мы с вами обсудили, вот несколько сегментов. Причем это то, что вот мне пришло в голову. Там, на самом деле, сегментов, если подумать, может быть абсолютно любое количество, вообще любые форматы, которые только можно придумать, потому что в целом это одна и та же аудитория, то есть они, в принципе, ну, то есть абсолютно как бы не какие-то инопланетяне, условно, то есть они точно так же смотрят, точно такие же многие у них интересы, там, какие-то на актуальные темы и так далее, то есть
Мне кажется, удивить их не так просто, не так сложно, как может показаться. Это Мгм. далее, как создать канал? Тут вот самый главный вопрос, мы вот специально отдельный слайд решили этому уделить. То есть очень важно для создания локализации контента на зарубежную или, там, в частности, англоязычную аудиторию, в общем, выбирайте, какую хотите. Самое главное — использовать абсолютно новый канал. Вот, да, мы видели, у нас есть много примеров, которые авторы постепенно переходили на другие языки, другие там Мгм. метаданные условно, то есть пытались выйти на другую аудиторию. А тут немножко появляется проблема, что сам алгоритм не обманешь. То есть он сам контент с таких каналов, он попадает чаще всего в рекомендации русскоязычной аудитории. И то есть, в принципе, даже если вы полностью переведете весь, то есть весь контент переведете на английский язык и будете использовать только зарубежные, английские, там, какие угодно метаданные, все равно вы будете показываться в рекомендациях русскоязычной аудитории. То есть смысла от этого не будет. То есть на западной аудитории вы просто не будете показываться. Может быть, в поиск куда еще будете залетать какие-то отдельные видео. Но в целом, как бы, это совершенно неправильно. Поэтому еще раз, очень важно регистрировать новый канал с новыми данными, чтобы YouTube алгоритм как бы как к новому пользователю к вам относился. Это очень важно. Ну и, конечно, самая главная ошибка, потому что у нас были там старые кейсы, если, может быть, припоминаете канал Амирана Сардарова «Дневник Хача», тоже, когда мы создавали ему канал на зарубежную аудиторию, и на его основном канале пытались сделать зарубежное видео, то есть были супер плохие показатели, потому что контент показывался русскоязычной аудитории, которая совсем не понимал английского языка, и то есть и там удержание, и все показатели как бы летели вниз. И это Мгм. Мгм. совершенно неправильно. Поэтому новый канал и канал без русскоязычного трафика. То есть никаким друзьям, там, пабликам и так далее желательно это не показывать русскоязычным трафиком. То есть изначально вы должны выработать стратегию развития именно на зарубежный рынок, чтобы с самого начала у вас основной трафик был именно зарубежный. То есть это очень-очень важно. Как продвигать канал? Ну, как я говорил, в принципе, тут нет каких-то особенных вариантов. Тут, в принципе, самое главное — исключить максимально русскоязычный трафик. То есть что будет, наверное, лучшим вариантом развития? То есть это реклама у других авторов, коллаборация. То есть, в принципе, у всех авторов в графе о канале есть почты, к которым можно дописаться без проблем. Часто мы это делали. То есть когда к нам приходят наши партнеры, которые тоже хотят развиваться, мы тоже даже иногда не имея каких-то прямых выходов, то есть на авторов, блогеров, наших там партнеров зарубежных, мы им просто пишем, то есть неплохо это все получается. То есть все рекламы, коллаборации, сотрудничества, все расположены друг к другу, все открыты, как бы welcome, в общем, можно как бы делать без Мгм. проблем. Конечно же, реклама в тематических пабликах, соцсетях, то есть это до сих пор работает, их тоже огромное количество на зарубежных рынках, тоже отличный трафик можно оттуда получать, внешний трафик, то есть всегда он YouTube очень ценился. Ну и, в принципе, любой, наверное, трафик в начале развития канала как бы будет плюсом. То, что лучше всего помогает, в нашей практике, опять же, тоже мы видим супер результат, это YouTube Shorts, то есть мы часто создавали нашим партнерам отдельные каналы для YouTube Shorts, но, как уверял YouTube, всегда с самого начала, что публикуйте всегда на основных каналах. А вот как раз на нулевых каналах, условно, можно как раз использовать YouTube Shorts. Это будет отличным способом для получения бесплатного органического трафика. Тоже, если вы начали делать уже вертикальный контент, можно дополнительно его грузить и в TikTok, тоже будет большим плюсом. Тут при использовании TikTok, конечно же, нужно включать VPN, потому что, как известно, наверное, вам TikTok показывает в той геолокации, откуда вы публикуете видео, то есть с вашего IP считывает. Поэтому скачивайте VPN на компьютер желательно и публикуйте TikTok, и вообще в любом регионе выбирайте сами, никаких проблем не будет. Вот. И Google Ads тоже, мне кажется, отличный результат, отличный, вернее, инструмент, который поможет дать именно первый трафик для развития вашего канала. Это вот какие-то, опять же, инструменты, которые мне пришли в голову, но в целом можно огромное количество придумать разных видов рекламы и получения трафика на новом канале. Вот как бы самые основные мы перечислили. Мгм.
Далее, бюджет для старта, тоже многие задают вопрос, бюджет для старта. Ну, в принципе, тут бюджет зависит как бы от ваших аппетитов, да, действительно. И в самом начале как бы, а тут становится главный вопрос, вопрос трафика. Поэтому если вы выбрали для себя именно рекламный бюджет, платный бюджет, то он, наверное, да, он вам понадобится. Если вы хотите развиваться органически, то, в принципе, никакого бюджета вам, по сути, не нужно. То есть вспомните, как вы начинали свое восхождение на YouTube несколько лет назад еще без какого-то бюджета. То есть, в принципе, бюджет как бы это такое дело. Опять же, зависит от количества трафика. Если он вам нужен, то тогда может понадобиться. Если нет, то, наверное, нет. Вот. Когда ждать результаты? Конечно, да, тут сложно говорить о результатах, все зависит от разных факторов. В первую очередь, конечно, от вашего контента будет все зависеть. На иностранных рынках, опять же, я говорю, нет такой большой конкуренции, поэтому очень многие наши авторы очень классно себя проявляют. Это большой плюс. Ну и, в принципе, тут нужно смотреть на показатели. Опять же, в принципе, как наш отдел занимается как раз помощью в развитии. То есть мы непосредственно работаем с показателями, CTR, удержание и так далее. То есть, в принципе, после там, какого-то ближайшего времени можно будет уже примерно рассчитать время, которое понадобится для развития. В целом это 3-4 месяца. То есть это, в принципе, такой вот средний, наверное, срок для того, чтобы уже как-то осознанно получить какой-то внушительный результат. Поэтому все очень индивидуально. Главное начинать, главное, конечно, сохранять уверенность в том, что вы делаете, регулярность публикации видео, ну и, в принципе, все будет классно, все будет хорошо. Конечно, мы всегда будем рады помочь, прийти на помощь и так далее. Теперь подведем небольшой такой итог. Все, что я хотел сказать, это, конечно, можно и нужно развиваться на англоязычной рынке, убирать от себя вот эти какие-то факторы сдерживающие. Абсолютно все работает, ничего не нужно бояться. Ну и, в принципе, я думаю, сейчас очень классное время для того, чтобы развиваться на зарубежные рынки, тем более, когда у вас есть все инструменты, когда четко описаны все процессы, которые мы можем дать, которые мы даем нашим партнерам. Поэтому приходите к нам, будем рады вам, будем рады помочь. Елена, приветствуем. Спасибо, что подсоединилась. Также напомню аудитории, что это технический специалист медиасети Юла, с которой я также работаю уже более 7 лет. И сегодня мы Елене зададим самые частые вопросы, которые вы также задавали у меня в паблике. Я их выбрал. Сейчас мы получим на них ответы. Елена, ответьте нам, пожалуйста, вот очень часто меня также спрашивают, можно ли подключить новый канал к старому AdSense? Вот именно англоязычный канал. Здравствуйте, да, можно и даже нужно. То есть по правилам площадки на одного человека, ну, соответственно, одно физическое лицо, должен быть зарегистрирован только один AdSense аккаунт, и на нем неограниченное количество YouTube-каналов. То есть если у вас есть активный AdSense, то последующие каналы, которые вы будете создавать, нужно привязывать именно к нему. Следующий вопрос. Приходят ли пин-коды для AdSense в РФ? Ну, здесь тоже хочу послушать ваш ответ. Да. На данный момент невозможно зарегистрировать новый AdSense аккаунт в РФ, и, соответственно, пин-коды тоже не поступают. Это касается и Украины, и России на данный момент. Поэтому новые AdSense аккаунты можно создать только на другую страну. И сразу же здесь такой вопрос. Если вот человек создает сетку англо-каналов, ему как лучше поступить? К одному AdSense зарубежному подключить их или на разные? Ну, с точки зрения и безопасности, и как правильно? Только к одному. То есть, опять же, у одного человека не может быть по правилам YouTube создано несколько AdSense аккаунтов. То есть это должны быть разные люди, разные владельцы этих AdSense. То есть даже если канал зарубежный, это не играет роли. Один человек, либо одна компания, если это юридический аккаунт AdSense, но да, он должен быть только один. Ну, в теории, конечно же, можно найти разных людей, да, на них создать AdSense зарубежные и везде по одному каналу подключить. В теории, в принципе, такое, я знаю, делают авторы, но это не рекомендуется с точки зрения правил YouTube, тем более это небезопасно, так как это нужно полностью доверять этому человеку, и вообще желательно, чтобы это был родственник, который находится за границей, потому что
Этот человек будет условно контролировать все доходы, которые поступают ему на аккаунт. Если вы уже заработали деньги на YouTube-канале, и они перешли в аккаунт Google AdSense, то этот человек полностью ими владеет, он может добавить в свою платежную систему. Мгм. Мы просто регулярно получаем обращения подобного рода, поэтому не рекомендуем создавать на условно друзей разных людей из Мгм. стран мира. Мгм. Ну, я думаю, здесь в продолжение этого вопроса тоже ко мне обращались и писали, что у автора есть зарубежный AdSense, и он говорит, что к нему можно подключиться, он будет выводить деньги. В таком случае, я думаю, тоже не стоит, да, обращаться? Это не совсем безопасно, скажем так, так как Мгм. автор, опять же, будет иметь доступ. Это возможно технически, но не рекомендуется, так как этот человек не является прямым родственником, либо вы не являетесь владельцем вашего платежного аккаунта. Мгм. Мгм. Так, следующий вопрос. Вот от человека, который вообще не зарабатывал ни в России, ни за рубежом, и спрашивает, реально ли вообще вот с нуля сейчас создать англоговорящий канал и подключить монетизацию? Да, это реально, только не в России, к сожалению. Мгм. Но в целом, да, ограничений никаких нет. Если есть необходимые критерии, просто создается новый AdSense на компанию. Вот часто, если автор владеет компанией какой-то за границей, регистрирует на Кипре, я знаю, из России, из-за низких налоговых ставок, то можно делать AdSense на юридическое лицо. Или ИП, если автор зарегистрировал свой канал как ИП, и это бывает часто в другой стране, то можно делать AdSense на ИП. Мгм. А вот у меня сразу вопрос такой появился. Вы как-то с этим тоже помогаете? Можете AdSense создавать? Да, конечно. То есть в чате поддержки Юла мы можем с этим помочь, пошагово в том числе. У нас есть как и гайды по этому поводу, так мы можем, в принципе, со специалистами и пошагово пройтись, помочь с регистрацией AdSense. А у вас Ну, если- есть на кого можно зарегистрировать AdSense? Нет, к сожалению, это ответственность сугубо каждого автора, так как это, то есть постараюсь объяснить Мгм. нюанс. Юла, как медиасеть, имеет доступ к каналу YouTube и помогает, соответственно, с каналом YouTube, но AdSense — это отдельный сервис Google, который относится не только к YouTube, его используют и для сайтов, и для других монетизации других каких-то объектов, поэтому AdSense и платежные данные и все, что к нему Мгм. привязано, этим владеет лично автор, и поэтому по правилам даже никто не может юридически брать за это ответственность. Мгм. Мгм. Окей. Так, также интересует вопрос, как выводить деньги с англоязычных каналов, какие есть варианты и как выводить в России сейчас деньги тоже с РУ каналов, ну, которые в Мгм. России. Это зависит не от того, на каком языке канал, это зависит от того, как автор работает. Он работает напрямую с AdSense или с медиасетью. Если с медиасетью, например, с нами, то у каждой медиасети есть свои способы вывода, в том числе в России. У нас, например, доступны выплаты на Киви, WebMoney, Payoneer и карты несанкционных банков. Это на данный момент ситуация все время меняется. Если это просто AdSense, то там есть оплата чеком, но я ей уже не Мгм. пользуюсь, наверное, лет 20. И опять же, да, банковские карты на несанкционные банки, да. Следующий вопрос – это создание вот нового англоязычного канала. Как лучше сделать на новом Google аккаунте, который, например, зарегистрирован в Казахстане, да, или на свой русский аккаунт можно использовать? А для дальнейшей монетизации что лучше использовать? Если мы говорим о создании нового локализированного канала, именно локализированного, то лучше, конечно, держать все каналы YouTube на одном аккаунте Google, потому что YouTube очень часто по ошибке может заблокировать второй локализированный канал, приняв его за дубликат, так как он находится тем более на другом аккаунте Google, то это довольно бывает, сложно оспорить. Если все каналы на одном аккаунте, то таких ошибок обычно не бывает, к тому же это проще в плане управления. Можно создавать, в принципе, держать каналы YouTube на разных Google аккаунтах, но если это, допустим, лайв-канал, либо канал абсолютно другой тематики, но если это локализация, то лучше на одном. Мгм. Локализация имеется в виду, когда мы дублируем, да, видеоролики?
Да, когда мы переводим контент на другой язык. Это как раз вот мы переходим к следующему вопросу. Если открыть англоязычный канал в дополнение к существующему русскоязычному и заливать один ролик на русском, а другой на английском, то есть просто видеоряд остается тот же самый, да, и мы просто делаем переводы. Будет ли это считаться нарушением? Мгм. Эта локализация контента, она, в принципе, не считается нарушением. У нас в сети есть большое количество каналов, которые ведут переводы на 20 языков и так далее. Единственное, тут есть нюанс. То есть вы можете вести разные каналы даже с одним и тем же видеорядом, но важно, чтобы эти ролики были озвучены. Не субтитры, не... Да, то есть вы не можете использовать просто субтитры поверх того же видеоряда. Вам обязательно нужно перевести на другой язык и именно озвучить видео, чтобы добавить больше авторского элемента переработки. Тогда это не будет считаться нарушением. Субтитры, к сожалению, YouTube может блокировать. Но также, чтобы данные каналы были созданы на одном аккаунте Google. Да, на одной почте. Это будет правильно. Да. Окей, спасибо. Тоже интересовал этот вопрос. Следующее. Если открыть канал, то есть тут в скобочках попросить знакомого, например, в Португалии, но все остальные операции, там, в первую очередь, видео загружать и оптимизацию делать из России. Возможно ли такое и чем-то это поможет? Будет ли монетизация в итоге? И чтобы выводить деньги с AdSense, нужны будут данные этого знакомого или можно будет свои указать в реквизитах? Интересный комплексный вопрос. Ограничений по ведению видео, загрузки видео в России никаких нет. То есть вы можете вести канал абсолютно спокойно. Если речь идет о регистрации AdSense в Португалии, то нужно будет указывать все данные этого человека, этого автора. Надеюсь, что он ваш родственник. И, конечно же, платежная система тоже должна принадлежать ему, так как платежная система и имя владельца AdSense должно совпадать. Тут есть вот такой нюанс. То есть деньги все равно будет получать именно тот человек, а потом уже он сам должен перевести будет. Тут есть некоторые риски, так скажем, да? Да, тут в любом случае есть риски, эта схема. Есть практика, как YouTube к этому относится? Он же может все равно конкретно разобрать ситуацию, если канал вообще один ведет человек, он может разобрать это, а получает другой человек. Это не имеет значения, кто именно ведет канал. Абсолютно не имеет, так как YouTube-каналом может заниматься менеджер, представитель, кто угодно. Самое важное – это AdSense. Главное, чтобы в Google AdSense было зарегистрировано правильно. А канал может быть на одном AdSense, опять же, может быть 30 каналов, абсолютно разных аккаунтов Google из абсолютно разных стран. Это не имеет значения. Следующее. Как заполнить налоговую информацию? Какие адреса указывать, если есть знакомые за рубежом? Механика подключения монеты через друзей на зарубежном YouTube и так далее. За рубежом. Такие детали мы можем помочь в чате, так как это сугубо технический процесс. У нас есть гайды, мы можем в компании Юла помочь с регистрацией нового AdSense, можем помочь вашему, скажем так, доверенному лицу это сделать, если вы уверены. Но сейчас описать технические шаги довольно проблематично. То есть единственное, что могу сказать, это все данные должны быть указаны на латинице, и налоговая информация должна идеально совпадать с данными, которые вы вводите при регистрации аккаунта AdSense. Так, и еще один вопрос. Выкладывать видео нужно через VPN в другой стране или можно из России? Нет, это не обязательно делать через VPN, так как, да, это еще часть, отвечу на предыдущий вопрос, как монетизация за просмотры начисляется только из просмотра из других стран. То есть неважно, вы публикуете видео в России или за пределами России, то есть монетизации от просмотров зрителей, которые находятся в России, все равно не будет. То есть как именно видео попадает на платформу, уже не играет. Важно, откуда его смотрят.
Да, Елена, спасибо. В принципе, это основные вопросы вот по AdSense, да, и как создавать канал. То есть здесь ответили, все стало понятно. А может быть, Сергей, да, хочет ответить на самые тоже частые технические какие-то вопросы? Да, давайте, конечно, да, с радостью. Мгм. Ну, конечно, мне вот тоже часто спрашивают по выбору ниши, как лучше или на широкую нишу идти, или на узкий сегмент. Да, ну там, конечно, меньше просмотров, но хотя бы на первых этапах хотя бы потенциально будут какие-то запросы, просмотры от целевой аудитории. Мгм. Ну, тут на самом деле вопрос такой достаточно риторический. Мгм. Четко на него ответить, наверное, будет сложно, потому что все очень сильно зависит непосредственно от сегмента. В любом случае, как бы большой тренд и, наверное, больше перспективы у более узкого контента, потому что сейчас в целом все глобально становится все немножко более узко сегментированным. Поэтому YouTube, наверное, тоже не будет исключением в этих правилах. И думаю, что узконаправленный контент, во-первых, больше найдет именно своей целевой аудитории, которая будет потенциально более активна, больше будет взаимодействовать с таким контентом. И в целом YouTube часто дает и нам рекомендации, что когда на любом канале очень много разных сегментов формата видео, то сам алгоритм немножко сбивается, потому что он не совсем понимает, кому показывать это видео, кому рекомендовать. И тут, в Мгм. принципе, с этим тоже могут возникать проблемы. Но, опять же, тут мы говорим чересчур о критичных сменах сегмента, допустим, авто, там, допустим, обзоры и какая-то там кулинария условно. Такого, конечно, стоит избегать. Ну, опять же, есть разные форматы, как можно это совмещать при каком-то правильном использовании. То есть это может быть какой-то вашей фишкой. То есть не говорю снимать про как поесть, допустим, в машине, да, если мы говорим о каких-то разных сегментах, но что-то вот в этом направлении. Но будущее и больше перспектив у узкосегментированного контента. Как бы если вот грубо об этом сказать, то, наверное, так будет лучше. Мгм. Мгм. Ну, а в целом ты уже проговорил, что оптимизация, именно техническая часть, они не отличаются, да, как и в России также делаем. Теги, все, ключевой запрос. Абсолютно, да. Работа с любыми алгоритмами YouTube, с любыми инструментами, она точно такая же, как и в России, как мы все привыкли, интерфейс один и тот же и так далее. Поэтому даже если вы не понимаете там каких-то моментов, опять же, касаемо метаданных, то есть чем, в принципе, основной может возникнуть вопрос, если вы не знаете языка, то, опять же, если вы используете сторонние сервисы, такие как VidIQ и так далее, то есть они, в принципе, автоматически подстраиваются под любые метаданные, и как раз вот такие инструменты, вложения, расширения и так далее помогут вам на самых первых этапах понять, как правильно оптимизировать и выбирать метаданные для своих видео. То есть ничего страшного и сложного в этом точно нет. Так, и тут еще вопрос был по поводу дополнительных способов заработка, такие как реферальные сервисы и биржи. Такие темы, как дропшиппинг, арбитраж трафика. Может, есть какое-то мнение по этим вопросам? Ну, их огромное количество, но на самом деле как бы это не совсем, наверное, касаемо темы нашего, Мгм. наверное, сегодняшней встречи. То есть, да, есть огромное количество дополнительного заработка, как и, в принципе, везде. А я бы даже сказал, что за рубежом, в принципе, таких возможностей, наверное, гораздо больше. Но в целом это как бы такой больше вариант на будущее. Мне кажется, что с самого начала нужно больше сконцентрироваться и ориентироваться больше на развитие, наверное, канала, выйти на какой-то определенный уровень, и после этого там уже вопрос заработков дополнительных, он, в принципе, наверное, пока не совсем актуален, мне кажется. Мгм. Мгм. Ну вот на сегодня это все вопросы, все обсудили. Спасибо вам большое, Спасибо вам большое, да, приятно было что поговорить. да, взаимно, что пообщались, нашли время. Елена, Сергей, спасибо вам. Ссылку я тоже оставлю в описании. Вы мне скинете, какую там указать, да, чтобы если моей аудитории будет интересно, да, развивать англоязычные каналы, что они могут с вами также сотрудничать, как и я это делаю. Да, конечно, друзья, будем рады всем. Не стесняйтесь, приходите к нам, будем помогать вам развивать ваши каналы. Я думаю, что сейчас лучшее время для того, чтобы покорять зарубежные рынки и вообще в целом развиваться в плане изучения языков. Английский язык, он всегда будет актуальный. Я думаю, у этого есть огромные перспективы, у зарубежного YouTube есть огромные перспективы, поэтому приходите к нам, не стесняйтесь, будем рады вам помочь. У нас все процессы, все инструменты для этого есть. Поэтому welcome, как говорится, будем ждать.
Вот. Ну, хорошо, все, тогда будем заканчивать. Стас, огромное спасибо, удачи тебе в развитии. И вам тоже спасибо большое, и надеюсь, еще увидимся также по теме, может быть, что-то более детально нужно будет обсудить, ну, как аудитория какие-то вопросы еще напишет, также в комментариях под этим видео, да, если у вас возникает, то также можем пообщаться. Конечно, с удовольствием ответим на все вопросы. Будем рады всегда помочь. Все, спасибо вам большое. Все, пока-пока. Пока-пока.